Занимайте позиции и готовьтесь к бою. С вами канал Alex General и очередной обзор поединка во вселенной Generals Zeraor. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Black Hell, и на ней пройдет миррор подрывных генералов Гла. На нижней позиции под бирюзовым цветом Team Step. Сверху под фиолетовым цветом стартует Экскал. Игра в рамках челленджа до 7 побед, призовой фонд $50. Спонсором матча являюсь я, ваш покорный слуга Alex General. Хочу поблагодарить Team Step за помощь в организации и всех причастных к данному мероприятию. Счет на момент поединка 1-1, кто-то из бойцов по окончанию данной игры вырвется вперед. А кто это будет, мы скоро узнаем. Ну что ж. Карта Black Hell достаточно новая, если я не ошибаюсь, сделали ее как раз таки для полупрофессиональной мировой серии. То есть полупрофессионалы сражаются в мировом чемпионате. И вот для нее эта карта была создана. Интересная карта, в центре здесь расположен такой как бы вулкан, ну а вместо воды здесь вовсю кипит лава. Много достаточно ресурсов, у каждого из бойцов есть по вышке на базе, есть справа коробки, в центре коробочки также имеются, слева коробки также есть. В общем, в принципе, зеркалочка есть, также на карте и арт-платформа. Побежал Team Step рабочим занимать как раз таки одни из ресурсных коробок здесь сверху на карте. Также готовится уже захват вышек, и поехала техничка сражаться. Причем уже вторая. Первая практически уже доехала до базы. Я так полагаю, что это подрыв. И неужели сейчас Team Step просто заберет сапплай? Но нет. Хотя, в принципе, ух ты, хороший подрыв. И минус казарма. Практически забрал сапплай. И норку даже здесь прокалил. А вот тут подрыв. Ой-ой-ой, удается что ли? Неужели? Неужели сейчас просто минус военный завод? Нет, к сожалению. Только пробил здесь его до канализации. Военный завод будет отстраиваться. Сапплай выживает, поэтому добыча у Team Step продолжается. Экскал привел интересного достаточно рабочего прямо на базу к Тимофею. Посмотрим, отконтролит ли он этот момент. На центре здесь ставится норка от Экскала. Загружается пехота. Я так полагаю, что сейчас Экскал просто поедет пушить своего соперника. Рабочий бежит еще ближе к постройкам Team Step. Ну, надо, я думаю, что уже норку давать, иначе просто этот рабочий будет замечен. Справа рабочий также Team Step ждет своего часа. В будущем Team Step планирует коробочки здесь занимать, но нужно уже высаживаться, я так полагаю. Пробивать тот же ресурсный или полностью закрывать военный завод. Пока что уничтожается только рабочие, и тот, который строил военный завод, обратно также уничтожен. Ну а далее надо быть аккуратным, ведь тут минка построена Team Step, рабочий убегает, ну и просто блокировка. Блокировка на данный момент экономики. Кстати говоря, Team Step уже занял две вышки у себя рядом с базой. Пробивается техничкой ракетчики Team Step. Ну и пока что просто стоит Экскал. Ну вот, наконец, началось пробитие военного завода. Но чуть ли не потерял двухлучковую техничку. Рабочий слева устанавливается. Военный завод также отстроился. Уничтожаются по-прежнему рабочие. Но военный завод не бьет дальше Экскал. Пока просто блокирует один из ресурсных центров. Причем здесь есть даже рабочий. Причем даже не один, а два. Но пока, к сожалению, чемпион мира не реализует этих самых рабочих. Один из них уже погиб. Один пока просто стоит. Но вот, наконец-то, начинается строительство норки. Но есть квад, сразу же отмена. Много уже поднаспамил здесь Team Step. Пехота просто вся сливается. Но вот, по сути, кроме блокировки, больше ничего Экскал-то тут не сделал. Ну и насливал так неплохо. И Team Step X-поинтов так немало набрал. И вырвался вперед, кстати говоря. Поставил норку сверху Team Step. Экскал отступает. Есть у него на рану. Тут, кстати, добавляются еще юниты. Потерял техничку здесь вдогонку. Экскал, Team Step на пенал. Отменяется скраб, две технички, одна трехлучковая от Team Step. Ее сейчас просто перебьют, если Team Step ее не уведет, и он ее уводит. Вроде бы как даже и успевает, но неужели достали? Да. Все-таки достают, и подрывник также сливается. Отмена скрапа. Экскал поставил норку справа, на центр также вышел, но пока еще нет захвата вышек, хотя ребеля уже готовы. Экскал по-прежнему пока еще хозяйничает, по крайней мере, на базе у Team Step, а может быть и добьет и вовсе своего соперника. Уничтожение вышки. Минус одна вышка Team Step. Экскал, напоминаю, по-прежнему свои вышки-то не захватывает, хотя изучен захват. Почему до сих пор этого не происходит? Спам с одного военного завода, сапплая вовсю добывает. Team Step пока не стоит свои сапплая ни справа, ни слева. Ну, денег не хватает, ему постоянно сейчас приходится отбиваться. Экскал дает еще один сапплай. Ну, уже достаточно близко, кстати, Team Step. Ну, можно сказать, что слева здесь поближе к своему сопернику. Справа также ставится каркас ресурсного центра, так еще и вышка захватывается. Ну, а вторую захватывать.
Качает вышка, одна из вышек тимстепа, одна была, напоминаю, уничтожена. Приехала техничка, но тут ей делать нечего, здесь очень много позиций от чемпиона мира. Вот он как раз таки сейчас справа находится и спамит, я так полагаю, очередной подрыв. Ставится каркас второго военного завода, правда, пока фейковый. У тимстепа 2 военника, восстановил он, в принципе, рабочих, но вот сюда не мешало бы одного рабочего добавить. Захватывается еще одна вышка экскалом. Ну и здесь, я так полагаю, тимстеп готовится захватывать арт-платформу. А тем временем начинается атака от тимстепа. И он хотел пробить сапплай, но экскал его распродал. Ну, то есть экономически сейчас уже верхний боец-то пострадал. Справа ресурсный от тимстепа. Слева пока еще здесь сверху тимстеп свой ресурсный центр не дает. Поставил минку на подъезде к базе. И поехала техничка. Можно отменить постройку норки. И, кстати, слушайте, это подрыв. Это подрыв вышки вместе с норой, я так полагаю. Но вот на мини... Ух ты, а как так произошло? Просто проехался по мини экскал. Проехался тут по рабочим, но мина не взорвалась. Интересно. Интересно. Подъехал к еще одному сапплаю, но здесь уже, конечно, техничку расконтрят. Рабочие возвращаются обратно на добычу. Ну, подбивает экономически своего соперника экскал. В принципе, даже неплохо у него это получается. Сам тем временем настроил кругом позиционки. Расплодился, скажем так, верхний демолишн по карте. 2 вышки вовсю качает. Ресурсов достаточно, я так полагаю, что да, все верно. Вот уже и каркас дворца готовится. Я так полагаю, очередной подрыв. Уже 6 подрывников наспамил экскал. Тимстеп сверху пока свой ресурс не дает, а вот тут попытался тимстеп проехать, я так полагаю, с помощью квадов, ракетчики были, но почему-то уехал обратно, не стал атаковать, а здесь всего лишь одна норка. Рабочий выходит на центр. Здесь, кстати, я напоминаю, есть коробки, можно также поставить ресурс и начать добывать. Поехала техничка. Поехала техничка от экскала, можно отменить рабочего, ставится норка здесь. Рабочая, по всей видимости, будет минус, а каркас тимстеп сам отменил. Техничка приехала от тимстепа и подрыв сапплая. Подрыв сапплая, до конца закрыть его не удалось, но можно пробовать через квад просто все это дело закрывать. Теряет тимстеп, точнее экскал позиции. Тимстеп не дает здесь добывать. Заезжает течь от экскала и подрыв. Шикарный подрыв, минус сапплай, минус нора. Хорошо, только еще один подрывник тут за рабочим побежал и последнего рабочего также смог ликвидировать. Но сверху качается здесь ресурсы, и сапплай, в принципе, себя нормально чувствует. Добавляется еще одна норка. А вот экскал тем временем, ну, подорвал, да, тимстепу сапплай, ну и сам потерял. Но слева есть вот здесь ресурсный центр. Да, только рабочих не мешало бы добавить. И квады заходят и просто подрываются. 3 квада на минке взорвались, и отступает экскал обратно на базу. А здесь тем временем подрыв вышки. Удачный подрыв, минус одна из вышек экскалу. Едет тимстеп тем временем дальше своей течью. Я так полагаю, она не пустая. Да, отмена постройки черного рынка. Но я так полагаю, что экскал сам отменил этот каркас, а подрывник был ликвидирован. Рабочий побежал вперед от демолишена, который находится выше по карте. Но здесь есть квад, есть арт-платформа, поэтому этому рабочему, я думаю, что здесь не суждено это состояться. А тимстеп дает норку ближе к этим самым ресурсам, на которых ранее расположен был ресурсный центр экскала. Бежит, кстати говоря, сюда рабочий, но здесь уже норка есть, поэтому тимстеп, я думаю, что будет просто проводить ему ликвидацию. Минус рабочий, не дает построить черный рынок. Работает квад. Экскал пытается ликвидировать квад сопернику, и удается. Поехала техничка вперед, арт-платформа наяривает по норке экскала. Я так полагаю, что это будет подрыв вышки, лишает экономического буста своего соперника тимстеп, и вышка минус. Техничка, кстати говоря, еще и выживает, может там еще что-то есть, но нет, техничка пустая, возвращается обратно на базу. Можно отменить, кстати говоря, рабочего здесь, норка не состоится, да, отлично, тимстеп этим самым-то и занимается, и пробивает каркас экскалу, бы его не мешало отменить, и техничка пошла уже от чемпиона мира. Минус рабочий, подрыв. Отменяется каркас дворца на 63%, если я не ошибаюсь. Тимстепу теперь придется заново его строить. Хорошо, что он сам его отменил. И вот он как раз новый каркас. И отмена была ресурсного центра. Снова придется его сейчас строить. Справа, кстати, ресурсный свой Тимстеп восстановил. Ну и вот здесь можно начинать развиваться. Вышел Джарманкел, это значит, что у экскала готов дворец. Да, все верно, спамится вновь черный рынок. Уже 2 их на счету, я так полагаю. Ставится даже командник. Ну а справа тем временем подрыв норки, я так полагаю. А Тимстеп пошел в атаку. Тимстеп пошел в атаку, пробивает черный рынок. Экскал попытался здесь противостоять, но вернулся обратно в нору. Ставится командник, но
Не успеет, я думаю, что Экскал поставить свой командный центр и применить ребелямбуш против этой пачки, поэтому придется сражаться теми юнитами, что Экскал успел наспамить. Тимстеп достаточно близко, кстати, подошел к базе, армия не такая уж и малая. Появляется батлбас, минус 2 квада. И минус черный рынок. Не успел, к сожалению, Экскал его отменить. Аккуратно на мини бы здесь не подорваться. Но все-таки, да, 3 квада смог забрать сейчас Экскал у Тимстепа. Заходит техничка минус. Но вся армия, в принципе, сейчас у Тимстепа слилась, но неплохо зашла. И, во-первых, отменила постройку командника. И минус черный рынок. И 2 норы было уничтожено. Ну и по юнитам, в принципе, немало так Экскал потерял, прежде чем отбиться. Техничка пошла вперед. И у Тимстепа, кстати, уже 4-й ранг, минус рабочий. И это Убертещ еще и с 2 лычками. Слушайте, ну можно ехать, я так полагаю, она не пустая? Она не пустая? Или все-таки она просто приехала? Да, она пустая. Она просто приехала здесь немножечко покошмарить соперника и возвращается обратно. Вот дабы ее бы сейчас эти ракетчики-то не уничтожили. Но на лоу хп буквально она уходит. Все-таки удается Экскалу ее спасти. Но надо в нору ее вести, просто и чинить. Кстати, уничтожили Тимстепу арт-платформу. Здесь Экскал, видимо, и выезжал, и просто квадами ее ликвидировал. Справа, кстати, свой ресурсный восстановил. Слева также ресурсный качает. На базе ресурсный центр также работает. Но вот здесь уже закончился. Что же касаемо Тимстепа, также спамится во всю таричка, спамится командный центр. Ресурсов на доке осталось не так много, осталось здесь 725. Ну, кстати, Тимстепу бы не мешало бы как-то пробовать, ну, может, здесь уничтожить ресурсник. Ну, вот тут тяжелее будет, тут много позиций. Черный рынок, кстати, Экскал здесь поставил. Рабочий прибежал, норку ставит прямо на подходах к базе Тимстепа. Ну, вот еще ведь есть ресурсный. Ну вот, я думаю, что стоит вот тут начинать какую-то проводить атаку. Ставится черный рынок, кстати говоря, еще один от Экскала. И Тимстеп поехал в атаку. Причем обе технички нагружены. Я думаю, что просто там сейчас в каждой техничке по 4 подрывника. Стоит норка, здесь можно также рабочего выводить, ставить ресурсный, но тут под дворец Тимстеп заехал, один из подрывов не удался. Ну вот тут можно подорвать, попробовать тот же каркас черного рынка, если Экскал не законтролит. Но нет, подрывники обратно загружаются в течь, а там квад будет встречать. Плюс норка будет помогать, естественно, обороняться от подрывников. Но удалось только, к сожалению, здесь пробить одну норку, и все, и то она до конца не закрылась. Но Тимстеп предпринимает попытку атаки. Экскалу есть чем отвечать, есть батлбас, есть квады, пробили здесь по рабочим. Рабочий остался только один, надо бы добавить. Тимстеп вроде бы как отступил, но перегруппировался, добавил юнитов. Есть Джарман тут, кстати, который выбил пилота из батлбаса, но обратно загружаются ракетчики. Джарман минус с помощью мотика. И неужели сейчас Тимстеп просто очистит эти позиции и поставит в будущем свой ресурсный? Кстати, слева здесь ставят Экскал уже вторую нору. Тимстеп пока не обращает на это внимания, может и вовсе не видит. И, слушайте, одна норка утилизирована, осталась вторая, и все, и больше не из чего отсюда выходить юнитом. И Экскал, по всей видимости, все-таки здесь позиции сейчас-то потеряет. Сливается ресурсный, нужно бы его продать. Черный рынок также распродается. Слушайте, а не успеет. Не успеет Экскал продать свой ресурсный центр и просто его сейчас теряет. И, кстати, у него уже 8000 флоата было на счету, было даже больше, но Экскал потратился. Он ставит вовсю черные рынки, и попытка атаки уже от чемпиона мира. Ставится каркас еще одной норы, и Тимстеп выезжает своими басами, чтобы противостоять. Бьется командный центр. Но сзади есть рабочий, который этот командник просто чинит. Работает Джарман и ребелямбуш. Ребелямбуш, вся армия Экскала сейчас просто ложится от ребелямбуша Тимстепа. Минус Убертеч, практически был добит батлбас, пехота выгружается, можно садить просто в новый. Ну и все, пошел вперед сейчас Тимстеп уничтожать эти норы. По сути-то ничего они здесь принести толкового-то и не смогли. Бегает Джерман Келл, я так полагаю, что Экскал сейчас просто захочет всю эту армию подорвать. Кстати, можно было бы даже вот этих ракетчиков уничтожить. Джарман Келл пока что стоит, но подрыв, наконец-то, минус 4 квада одним Джарманом. Хороший подрыв на самом деле. Экскал тем временем продолжает спамить вторичную экономику. Здесь ресурсы уже откачал, дает еще больше нор поближе к этим коробкам. Я думаю, что будет сюда выходить, ставить свой сапплай и просто качать с этих коробок эти ресурсы. Заходит Дымобайк, Дымобайк сливается. Тимстеп тем временем закрепился справа. Выбил позиции Экскалу, ставит свой ресурсный, ставит еще здесь 2 норы.
Ну и, в принципе, можно даже, наверное, и третью здесь дать, и, в принципе, неплохая будет оборона. Поехала техничка вперед. Я так полагаю, что это подрыв. Но нет, слушайте, нет, эта техничка пустая. Но интересно, кстати, мотик подъехал. Но не удалось взорвать черный рынок. Но ведь именно это хотел, я так полагаю, сделать сейчас Team Step. А в техничку загрузились рабочие. Я так полагаю, что сейчас Экскал с помощью рабочих хочет что-то подорвать. Возможно, черный рынок. Заходит за командой центр. Много квадов здесь. Неужели сможет, а? Да, взорвал черный рынок. Слушайте, неплохое применение рабочим. Саплай, который-то уже откачал. Интересно. А тем временем рабочие побежали вперед подрывать норку Экскалу. И, кстати, еще и 2 квада здесь забрали вместе с ракетчиком. Неплохо. Но норку уничтожить не удалось. Пошел Джарман Келл вперед от Экскала. Здесь есть много квадов, батлбас, ракетчики от Тимстепа. Я так полагаю, что Тимстеп не согласен с этими позициями. Но Экскалу, кстати, тоже есть чем отвечать. Наспамил. Поехали ботики вперед. -1. Ну, только 1 квад удалось забрать. Закрыли батлбас Тимстепу, но есть еще один. Ну, Экскала, похоже, что здесь сейчас будут перебивать бас. Очень мощное оружие, но вполне вероятно, что бас-то перевернется, да. Бас переворачивается, наполучал Экскал, но и наполучал Тимстеп. Продолжается сражение, дается каркас еще одной норы, но все-таки прогоняет. Прогоняет Экскал своего противника. Джарман с Джарманом здесь здоровается, причем у Экскала Джарман достаточно каленый. Никто пока из бойцов не выходит в супер оружие. 5 черных рынков у Экскала на базе, 6-й слева, причем его бы не мешало починить. Ну, маловато, наверное. Вот у Тимстепа 1, 2, 3, 4 по крафту, пока фейковый, 5, 6, 7. То есть опережает своего соперника сейчас Тимстеп по экономике. И это для Тимстепа, конечно же, сейчас хорошо. Минус рабочий, минус ракетчик, выходят квады. Экскал попытался подъехать поближе, видимо, хотел норку утилизировать. Саплай поставил, копает, в принципе, нормально дается каркас еще одного черного рынка. У каждого из бойцов по 4-му рангу, но Тимстеп немножечко по экспоинтам все-таки впереди. То есть разменивается, нижний боец-то куда лучше. Сверху у Тимстепа Саплай все отработал. Остались тут только норы рабочего. В принципе, одного и второго можно уводить на какой-то из ресурсных. Но у Тимстепа, я так полагаю, единственный ресурсный, который действующий, это вот он справа. И то тут коробок уже немного осталось. Но и пытается тем временем Тимстеп врезаться в оборону в центре. Оборона Экскала хочет просто выбить этот ресурсный. Но Экскал пока успешно обороняется. И, в принципе, да, оборона достаточно успешно. Бежит рабочий, сейчас будет отменять до конца этот батлбас. Но не удается. Подходят мопеды. И подрыв норок. Я думаю, что батлбас добьет, добьет канализацию, но с помощью рабочего до конца удалось утилизировать. И минус Джарман Келл уничтожает его Тимстеп с помощью своего Джармана. На базе у Тимстепа также ресурсные откачали. Ставится еще один черный рынок, выезжает демобайки. На пути там 3 квада плюс байк от Экскала. Ну и минус. Минус 2 квада. Можно было бы, наверное, и 3 забрать, но не удалось. Уничтожается пилот в кваде и идет рабочий. Я думаю, что этот квад сейчас просто себе Тимстеп заберет. Экскал по-прежнему продолжает добывать на центре. Как бы Тимстеп не пытался его выбить отсюда, Экскал не преклонен. Продолжает добычу. Но справа, как мы помним, все-таки ресурсный-то свой потерял. Черный рынок успел распродать. Интересный рабочий от Тимстепа сейчас бежит на базу к Экскалу, но тут норка стоит, и если Тимстеп это не отконтролит, а он не контролирует, к сожалению, этот момент, и рабочий сливается. Добавляется каркас норы. Здесь есть злая толпа от Экскала, но добавляет на всякий случай еще норку. Заехал здесь байк. Даже 2, как я полагаю, успели они слезть из своих мопедов, подорвать норку хотел Тимстеп, затем, наверное, выйти просто квадами и добить Саплай, но не вышло. Стоит Джарман от Экскала, дежурит, выходит еще один байк, Экскал пытается наступать, и у Тимстепа, кстати, уже 5-й ранг. У Тимстепа 5-й ранг, а значит в его обойме появляется токсобомба и скрытая атака. Удается все-таки уничтожить норку Экскалу, пробивается рабочий, ну и все, открытый Саплай. Правда, выезжает батлбас, но с помощью ребелямбуша бас уничтожается. Выходят квады, но я думаю, что они не успеют. Саплай все-таки сейчас Экскал-то свой потеряет. Ставится еще один черный рынок от верхнего бойца. И токсобомба пошла. Пошла токсобомба. Экскал почему-то не контролит этот момент. Минус квад. И нет, 2 успевают все-таки уйти.
бежит рабочий. Я так полагаю, что сейчас Тимстеп будет ставить норы и собственный ресурсный центр здесь устанавливать. А тем временем 5 квадов поехали вперед. Вполне вероятно, что повоевать и разведать просто обстановку. Что здесь у Экскала происходит? Дается еще один черный рынок. Я хотел бы посчитать. Раз, два, три, четыре, 5 черных рынков. 6, 7, 8, 9. 9 черных рынков сейчас у Экскала в активе. Поехали мотики вперед. Слева по-прежнему продолжает дежурить Джарман Кэл. Поехал Экскал, я так полагаю, хочет подорвать один из рынков Тимстепа, которых, кстати, немало, но неудача. К сожалению, сделать этого не удается. Тем временем уничтожается одна из нор Экскалу, и он сбрасывает токсобомбу, но квады уходят. Квады уходят, но тем временем попытка атаки еще и с верхней позиции. Открывается скрытая атака. Так, это самолет от токсобомбы, который Экскал сбросил, но ребелямбуш. Ребелямбуш и все юниты сейчас Тимстепу были уничтожены. Едут байки, минус квад. И норку бы подорвать. Еще подрывник. Но осталась канализация. К сожалению, до конца подорвать не удалось. Но есть скрытая атака. Можно выехать, просто взорвать ее чем-нибудь. Там, не знаю, тем же квадом. Просто взять и уничтожить. Вышел Джерман Кэл от Тимстепа. Можно убить рабочего. Почему бы и нет. И этим как раз таки Тимстеп сейчас и занимается. И скрытая атака от Экскала. Но сразу же сюда выходят на ликвидацию квады от Тимстепа. И скрытая атака, к сожалению, неудачная. Выселяется квад. Джерман Кэл работает. Просканил территорию Экскал. Квадом пошел в погоню, но Джерман Кэл успевает здесь уйти. Не дают, кстати говоря, построить норку Тимстепу. Здесь Джарман работает, заминировал. И норка минус. Квады продолжают работать. Батлбас. Батлбас от Экскала. Минус квад. Кстати, не контролит этот момент, но успевает все-таки. Успевает все-таки чемпион уйти. А Тимстеп возвращается своими юнитами обратно в скрытую атаку. Но выходит заново. Выходит заново, будет продолжать кошмарить своего оппонента. Ставит еще больше нор здесь Экскал, но не удастся. Слишком близко юниты Тимстепа. И норку-то нужно до конца сейчас ликвидировать. Вышел бас, есть квады, даже 2 баса, слушайте, здесь. Подошел ракетчик от Тимстепа, подорвался. Есть Джарман, также помогает. Идет перестрелка. Батлбас настреливает достаточно неплохо. Мне кажется, что сейчас Тимстеп просто потеряет свои юниты. Отступать уже не собирается, просто сейчас будет их до талого все-таки сливать. Да, ну и все, атака Тимстепа закрыта, нужно ехать дальше и ликвидировать норку своему сопернику. А тем временем поехали байки вперед, а неужели сейчас получится подорвать все-таки этот черный рынок? Но только до канализации. К сожалению, для Тимстепа. Рынок отстроится и будет продолжать приносить деньги Экскалу. Джарман продолжает дежурить. Мне любопытно, сколько сейчас рынков у Тимстепа. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рынков у Тимстепа против раз. Так, здесь отстроится. Будем считать, что это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 рынков от Экскала. То есть перевес есть. Так, сейчас еще и один закроют. Да, все, минус. Минус рынок. Все-таки Тимстеп своего добивается. Подошел Джарман, уничтожил 2 ракетчиков и уходит обратно. Побежали рабочие вперед. И слушайте, а это подрыв. Это такой же подрыв рабочими, как Экскал ранее проводил вот на этом самом черном рынке. Тем же самым сейчас будет просто заниматься Тимстеп. Лишних рабочих отправит подорвать черный рынок Экскала. И вполне вероятно даже это сейчас и удастся. Да, рынок минус. Поехали байки вперед. Там есть, кстати, квады. Можно попробовать по квадам здесь проехаться. Да, минус квад. Минус второй. Ну, 2 квада забрал. Ну, я думаю, что это какой-то неравный размен. Хотя, ну, 2 квада на 3 байка тоже, в принципе, неплохо. У каждого из бойцов уже по 5-му рангу. То есть теперь у Экскала также есть токсобомба и скрытая атака. И появляется каркас первого скат-шторма сейчас на карте. То есть, возможно, ставку сейчас некую делает Экскал на это супероружие, но его нужно будет тщательно оборонять. Выход супероружия от Тимстепа пока мной не наблюдается. Открывается скрытая атака, но сразу же Экскал выходит на утилизацию. Много квадов, но Тимстеп не решается на полноценный такой выход. И просто уходит обратно. Скрытая атака закрывается. Квад, кстати, один из пачки Тимстепа Квад уходит на базу собственным каким-то, ну, пешим ходом можем назвать, собственными силами, например. Поехали байки вперед. Вновь, кстати, Экскал поставил свой ресурсный. Подъезжают байки, можно попробовать здесь
уничтожить рабочих, но всех рабочих убить не удалось, только одного, и практически была закрыта нора. Но поехали квады вперед на ее уничтожение. Открывается скрытая атака. Ребель, амбуш, подрываются юниты, побежал. Ух ты, Ребель побежал и уничтожил. И Ребель, амбуш, слушайте, пачка на пачку сейчас разменялись бойцы. Ну какая красота, ну просто. И слушайте, и сразу поехал Тимстеп собирать коробки. Просто собирать ресурсы, вот так вот. Ну просто не хочет он их просто так отдавать, а денежку себе в казну заберет. Потому что из ресурсов остались только черные рынки. И чем их больше, тем больше. Тем больше денег, соответственно. Ну и по логике, чем их меньше, тем меньше денег. Поэтому рынки надо беречь. Токсобомба пошла. Пошла токсобомба, назад уже отступать некуда Экскалу, и просто он сливает свои юниты. Хорошая токсобомба, в принципе, сейчас от нижнего глашника. Ну, в принципе, у Тимстепа, на мой взгляд, все очень даже хорошо. Он еще и дает третий военный завод. Слушайте, да, у него 3 военных завода. Еще один черный рынок строится у Экскала. Да, также он пытается отстроить черный рынок на том же самом месте, который ранее был уничтожен. И ставится маяк на Скатшторм. Скатшторм готов. И поехали байки. Неужели заберут? Неужели сейчас заберет черный рынок? Да, за минус черный рынок Экскала. Ну вот, экономически, мне кажется, верхний боец-то все-таки страдает, но всегда на готове держит пачку. Всегда у него есть какой-то флот. И, кстати, готовится, я так полагаю, подрыв сейчас. И здесь, кстати, еще наспамил черных рынков Тимстеп. Но вот этот сапплай, мне кажется, что уже можно продавать. И поехал байк вперед. Уничтожить норку, но до конца закрыть не получилось. Ну, хотя бы отменил рабочего. Можно каркас-то убить. Каркас минус. Квады стоят, дежурят. Сейчас открывается скрытая атака. И сразу же токсобомба от Экскала. Шикарно. Шикарно. Все квады сейчас легли. А из токсобомбы будет проблемно выйти. Сейчас ее, естественно, нужно... Точнее, скрытая атака. Из скрытой атаки будет проблемно выйти из-за токсобомбы. Сейчас ее нужно уничтожать. И минус черный рынок. Провел Экскал свой подрыв, который ранее готовил. Выходит Джарман Кэл. Ранее, видимо, ему его уничтожили. Подрывник побежал на ракетчика. И ракетчик, естественно, будет сливаться. Поехали байки вперед. Неужели еще один черный рынок собрался подорвать Тимстеп? И 3 байка, слушайте, еще и по правому флангу здесь пошли, но пока просто стоят. Через сопку можно, в принципе, проехать, но почему-то байки отъезжают. Видимо, не могут преодолеть этот ландшафт. Но неужели все-таки удастся, а? И справа едут также байки. Ну, черный рынок, ну да, смог подорвать. И неужели и здесь получится? И справа получилось взорвать рынок Экскалу. Шикарно Тимстеп действует, я считаю. Свои подрывы проводят, ну, просто изумительно. Готовится очередной подрыв и вновь постройка черного рынка. Да, экономически, конечно, Экскал терпит. И очень сильно терпит. Вот до Тимстепа ему, ну, не удается так хорошо добраться, как удается хорошо добраться до Экскала Тимстепа. Очень много байков, кстати, идет вперед. Но, к сожалению, все они под снос. Квады также сливаются. Странно, на самом деле. Такое ощущение, что просто Тимстеп не законтролил этот момент. Выходит Джарман. Сливается еще один мотик. А с помощью Джармана подрывается здесь. Ну, сколько? Ну, 2 квада забрал. Несколько прокалил. Тут скрытая атака закрывается полностью. Вновь готовится подрыв. Ну, а тем временем Джарман работает по черному рынку. Пытается его взорвать. Просвет дал Тимстеп и уничтожил Джармана. До конца рынок закрыть не удалось. А тем временем подрыв. Минус черный рынок, минус, правда, техничка, и 2 подрывника просто в никуда. К сожалению, зря потратился здесь Экскал. Но один рынок все-таки смог Тимстепу забрать. Здесь будет отстраиваться сапплай. Этот уже, я думаю, не нужен. Можно его продать на базе. Здесь, тем более, есть. И открывается скрытая атака Экскала. Тут сразу же мотики на страже. И сколько здесь? Раз, два, три, да, 3 демобайка здесь есть, Но взорвать черный рынок до конца не удалось. Но взорвал хотя бы радарный фургон здесь. И скрытая атака, кстати, полностью закрыта. А с помощью радара можно пособирать коробки. Почему бы и нет? Экономика сейчас очень важна. Готовится вновь выпад. И черный рынок, кстати говоря, здесь Тимстеп поставил. Готовится очередной выпад, я так полагаю, сейчас от Тимстепа. И вновь сюда, поближе к Скатшторму. До его запуска буквально осталось минута 20. Поэтому нужно что-то, конечно же, предпринимать. Мало у Экскала, на мой взгляд, экономики. Хотя 1, 2, 3, 4, 5, 6 рынков есть.
И 7-й. Ну, маловато по сравнению с Тимстепом. С Тимстепа, как мы видели ранее, больше. Слушайте, ой, минус вся пачка Экскалу. Ой, а вот этот подрыв, конечно, вот тут, мне кажется, это вот какой-то мисклик был, на мой взгляд. Просто все взорвались как-то в никуда, не доехали. Едет еще один байк, кстати говоря, тут практически через всю карту. Остались, кстати говоря, вот здесь коробки. Никто из бойцов на эти коробки не выходит. Ну, сколько здесь? Ну, 3600 есть, почему бы нет, можно и выходить, ставить ресурсный. Подобывать здесь еще что-нибудь, минус квад с помощью байка, подрывается норка, из нее выйти сейчас не получится, а это-то не достроилось, ребель амбуш, 2 квада только вышли, открывается скрытая атака, и все-таки Тимстеп вроде бы как добирается. Если сейчас никак не законтролит этот момент Экскал, то скатшторму не состояться, подрыв с помощью байков, и все, Смог Тимстеп все-таки добраться до этого скатшторма. Пробивается военный завод. Его Экскал пытается распродать, но не выходит. Скатшторм полностью закрывается. Норка также минус. Ну и надо закрывать канализацию от военного завода. Подошел Джарман. И очень такой мощный прорыв, я считаю, сейчас у Тимстепа. Уже прямо на базе, прямо на мейне тут у Экскала. Подходит уже слишком близко к черному рынку. Здесь из норки выходят квады. Их, правда, всего 4. Имеет Тимстеп численное преимущество. Но все же проигрывает. Правда, добавляет еще квады. И Экскал вынужден отступить. Работает Джарман. Пробивается черный рынок. Экскал распродается. И похоже, что успеет, да, этот черный рынок продать. И, соответственно, какую-то часть денег себе обратно в экономику-то получится. Пробивается второй военный завод. Работают квады также и от Экскала. Он пытается обороняться. Открывается скрытая атака уже от чемпиона мира. И летит токсобомба. Тем временем квад заехал у Тимстепа. Не дает Экскалу добывать. Поставил он здесь свой ресурсный. Летит токсобомба и просто сейчас перекроет один из военных заводов. Плюс норы также будут в токсинах. Уничтожаются оба радарных фургона. Экскал теряет свою мини-карту. Ну и очень тяжко сейчас Экскалу, я считаю. Я думаю, что Тимстепу вообще есть смысл свой скатшторм давать, а он как раз и этим и занимается. Поставил каркас, начинает строительство своего супероружия. Поехал байк. И байк, к сожалению, ну вот реакция наконец-таки началась. Пробивается тут норка, но, правда, до конца закрыть ее здесь не удалось. Скрытая атака. Пока Экскалом не закрывается, выйти ему не дают, мешают токсины. И поехали квады от Тимстепа по правому флангу. Здесь всего лишь одна нора, можно подобраться к команднику и лишить своего соперника повышения. И летит токсобомба. И неужели сейчас Тимстеп потеряет свою армию квадов? Практически, да все погибли, кроме одного. Да, только этот квад остался здесь жить. Вся армия сейчас Тимстепа была потеряно. Жаль, очень жаль. Выходит Джарман. Просто становится, я так полагаю, здесь на дежурство. Можно, кстати, подойти и отменить строительство военного завода, уничтожив рабочего, почему бы и нет. Скал продолжает добычу здесь, Тимстеп ему не мешает, но у Тимстепа слишком все хорошо. Он даже, по-моему, на это внимание не обращает. Вот так вот смог подзадушить чемпиона мира. Сильный достаточно боец становится Тимстеп, как мы наблюдаем в последнее время. Но пока, кстати говоря, не спешит уничтожать Экскала. Такое ощущение, что ждет, пока он сам сдастся. Но Экскал не такой боец, который сдастся сам. Мне кажется, что он будет бодаться до последнего. Возможно, кстати... Ух ты, минус демобайк. Возможно, как только он увидит счетчик скатшторма, он просто сдастся. Потому что в такой ситуации уже, наверное, просто Экскал, ну, не потянет. Просто придут квады, уничтожат эти позиции, потом уничтожат ресурсные. Кстати, ребель амбуш и минус вся армия Экскала. Вся подчистую, все, что было у него в обойме. Ай-яй-яй-яй. Выходит, кстати говоря, радарный фургон. Появляется мини-карта сейчас у верхнего глашника. Выехал байк, но много квадов. Ну, один квад, ладно, забрал. Хорошо, еще одна норка здесь идет под снос. И вот появляется счетчик скатшторма Тимстепа. Открывается еще одна скрытая атака. И мне кажется, что это уже GG для Экскала. Пора сдаваться. Ребель амбуш. Часть квадов Тимстеп потерял, но еще добавляются. Под дворец подходит здесь Тимстеп. Еще и байки. И Тимстеп просто сейчас бы снес дворец. Экскал проигрывает. Очень хороший получился бой на самом деле. Тимстеп здесь круто очень сыграл и победил. Счет по итогу становится 2-1.
Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.